Виповский смартфон для виповского места. Сейчас пойду в свою яхту и расскажу вам про этот вип. Надеюсь, сарказм засчитан, кринж ведь. Распаковка. Поставляется данный смартфон в коробке из плотного картона. Упаковано все неплохо. Состоит она из двух частей. Коробка с обыкновенной станцией для беспроводной зарядки на 15 Вт и основная упаковка, в которой, разумеется, лежит сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, документация, пластмассовый чехол. Далее есть блок питания на 68 Вт, кабель с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 нано-сим-карты и карту памяти microSD до 2 терабайт. Весит смартфон 195 граммов, а его габариты 162 на 76 на 8,6 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate. Условия все в описании. Подписывайтесь с колоколом. Огромное спасибо всем за просмотр. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести Note 30 VIP можно в черной и белой расцветке. Внешне смартфон выглядит так же, как и Note 30 Pro, обзор на который уже вы можете посмотреть на канале. У Note 30 VIP грани прямые, за что плюс от меня, но минус за пластиковую черную рамку по периметру экрана и марки и материалы. Они что в смартфонах за 10 тысяч рублей, что за 25, по сути, одно и то же решили запихивать. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка выполнена из пластмассы. Сборка смартфона, как и качество материалов, неплохое, но в данной ценовой категории я встречал тактильно приятнее смартфоны в разы. В руке смартфон лежит комфортно, одной рукой использовать смартфон неудобно из-за программного обеспечения и габаритов самого устройства. На корпусе на одном торце расположена кнопка питания и качели регулировки громкости, далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, стереодинамики с Hi-Res звучанием, настроенные совместно с JBL, качество звука чуть ниже среднего, громкости достаточно. В стоке есть несколько предустановленных эквалайзеров под разные сценарии использования. И даже простой кастомный эквалайзер, что очень даже удобно, хотя на него не особо откликаются данные динамики, но главное есть. Стандартные Bluetooth аудиокодеки на борту, вибромотор далеко не идеальный, но настроить силу вибрации можно. ИК-порта в наличии нет, а вот мини-джек на 3,5 мм имеется, как и защита от воды и пыли стандарта IP53. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок в наличии, но он небольшой, плотность пикселей 395 ppi, соотношение сторон 20 к 9. Контрастность 5 миллионов к 1, 10-битный экран имеет цветовой охват 100% DCI-P3, максимальная яркость 900 нит. Притом она здесь реальная. При прямом попадании света на экран яркости по мне иногда не хватает, но несмотря на это яркость у экрана хорошая. Автояркость работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно выбрать автоматический режим. Настройка цветов здесь через одно место, и если вас не устраивает экран, когда вы видите его в магазине, скорее всего вы ничего с ним не сделаете. Но большинству пойдет. Это так же, как большинству нравится больше 8 битов ERC, чем 10 бит. Тач на 360 Гц отрабатывает. Результаты теста на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране. Ничего суперского, но и ничего плохого. Хотя, опять же, мне тач очень не понравился в играх. Мультитач на борту, экран быстро откликается на 10 касаний одновременно. PWM Dimming до 1920 Гц. Показатели шума выше 20% не поднимаются, что очень даже хорошо. Глаза от экрана лично у меня при длительном использовании не уставали. Always on Display на борту, но не полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, распознавание лица срабатывает неплохо даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь установлен 8-ядерный MediaTek Dimensity 8050 с техпроцессом 6 нанометров и максимальной частотой 3 ГГц. Графический процессор ARM Mali G77 MC9, интерфейс XOS 13 на базе Android 13 версии. Скорее всего, обновление прилетит, но не факт. Это же Tecno-Infinix. Контора-то одна, не особо они любят обновления. Система работает некорректно, ко всему она не оптимизирована и часто встречаются микрофризы и лаги как в системе, так и в приложениях. Оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 гигабайт, внутренняя память на 256 гигабайт. Используются такие технологии, как Hyper Engine версии 5.0 и UPS для более стабильной и лучшей связи. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии и технологии Dual 5G. Для 4G сети 7 и 20 бенды на борту, но поддержки
eSIM нет, что неудивительно. Связь устройства ловит не лучшим образом, так как связь отваливается, лично у меня, во всяком случае, между городов. Хотя большинство моих продавцов, кто подписан на меня и продают эти телефоны, убеждают, что у Tecno просто великолепная связь. Хотя они обычно сравнивают, недавно мне в чате человек писал, который работает капитаном корабля, что у его помощника с iPhone 7 связь ловит смартфон хуже. Но, скажем так, если этот смарт будет жить у вас через 5 лет, и вы им реально будете пользоваться, и он хоть как-то будет ловить, я буду очень сильно удивлен. Но и рад вместе с вами. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, что хорошо, так как можно устанавливать MirPay и спокойно оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 1 метр в городских условиях, емкость аккумулятора 5000 мАч, заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания без проблем за 1 час. Немного, но и немало. Беспроводная зарядка до 50 Вт на борту, как и обратная зарядка, что круто. Его родная зарядка выглядит максимально убого. Если вы возьмете какой-нибудь самый-самый дешевый Realme C51, C53, возьмете у него в руки зарядку и возьмете в руки зарядку от Infinix, вы поймете, что такое китайский бренд А-эшелона и китайский бренд третьего эшелона. Также во время игр можно использовать функцию обходной зарядки для того, чтобы питать смартфон напрямую, а не через батарею. Это прям очень круто, фактически это игровой вариант. К слову, в играх он меня как раз нереально порадовал. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi уходит в среднем 4% заряда у меня. В PUBG New State с одновременным стримингом на Твиче за 1 час включенным 90 FPS уходит 27%, с 60 FPS 23%. В PUBG New State играть можно, но только без 90 FPS, так как с ними он лагает и поедает значительно больше заряда. Все пруфы на лайв-канале можете посмотреть. Genshin Impact запускается за 30 секунд. Да, это не рекордное время, но нереально крутое. Перейдем же к тестам. Тродлинг тест он прошел очень плохо. 224 гипса минимально, максимально 334 и в среднем 264 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1113, в мультикоре 3145 и в OpenCL Score 4450. Сколько он выбил в 3D марке вы видите, но самое главное, что слингшоты и слингшот Extreme здесь на максимуме. И все это он проходил вне морозилки. Некоторые смартфоны топовые, да, проходят в морозилке у меня. В Antutu выдал результат в 736 тысяч попугаев. 30-минутный стресс-тест прошел плохо. Переходим к камерам. В тыльной части расположили Ward LED вспышку. Основной сенсор Samsung MH6 на 108 мегапикселей, плюс еще 2 затычки по 2 мегапикселя. Напоминаю, что эти сенсоры запихивали в аппараты 1,5 года назад в ценовой сегмент ниже среднего. Кратко, он есть в OnePlus Nord 3 SE Lite. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это ультрабюджет у OnePlus, и для средняка, скажем так, этому сенсору аплодировать стоя не стоит. Сверхширика нету. К слову, кстати, этот сенсор вспомнил, еще в Realme 9 стоит. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана в небольшом вырезе. Стабилизация отрабатывает, разумеется, плохо. И режим высокой стабилизации работает только в 1080p 30 FPS. Картинка по качеству хуже средней, в любом случае короткие примеры вы сейчас увидите. По мне, Poco X5 Pro лучше снимал. 4К 30 FPS и найдите, как говорится, 10 отличий в картинке. Думаю, это будет достаточно легко, да? А может быть и нет. Так примерно будете снимать ночью. Так, раз, два, три, четыре, пять. 4К 30 FPS. Закусочка. Лед. Яйца. Муки. 4К 30 FPS, 2 смартфона, и вот так вы сможете ночью снимать на них. 4К 30 FPS, ночь и съемка с 2 смартфонов. Кто у нас будет интереснее снимать, Realme или Infinix? У одного плывет все, это Infinix. У Realme я вижу море шумов. Так что они соревнуются за звание лучшего в ночной съемке. Ну вот смотрите, если по работе со светом, ну не знаю, вроде даже Infinix лучше. По стабу он мне меньше нравится. По поводу шумов в море и у того, и у другого смартфона. Надо смотреть все-таки в итоге на то, как все это дело будет отрабатывать уже при просмотре на большом экране. Но пока вот так.
И фронталка ночь 1080p 30 fps на 2 смартфона. Роллинг шаттер. Что лучше, что хуже, сказать сложно. Но опять же, шумов у Realme я вижу много. С одной стороны. С другой стороны, вопрос будет всегда в постобработке, что в итоге я увижу в итоговой картинке, когда я буду скидывать ее на компьютер. 4К 30 FPS, и вот так яхты готовят к запуску Infinix против Realme. И маленькие лодочки. День, фронталка, магазин по продаже яхт. И вот так будет работать фронталка у вашего смартфона, если вы поедете покупать яхту в солнечный день. Смотрите. 4К 30 FPS. Кто там рассказывал про экономный отдых в Азии? Вот эти вот люди, у кого здесь такие яхты, они точно не имеют экономный отдых. Да и в принципе здесь дороже, чем в Европе, все. Начиная от еды и заканчивая транспортом. Но это лирика, не лирика. Вот так снимает Infinix. Так вы сможете в яхт-клубе родном на Infinix снимать. Это же VIP. Правильно, кто-то там в рекламе на самолете частном летал, покупая Infinix VIP. Ну вы поняли. И да, Realme, мне кажется, по стабу уделывает его полностью. Там, кстати, продается лодка. И да, очень классно сравнивать смартфоны третьего эшелона, то есть какой-нибудь Infinix с тем же брендом Tecno, который тоже является той же корпорацией. А вот когда ты сравниваешь его с чем-то подобным, напоминаю, что у Infinix у нас и ультраширика нет, и телевика нет, и тач очень плохо работает. Но раз 500 вам за ролик об этом скажу. Все становится на свои места, только не становится на свои места. Откуда такой ценник? От того, что они туда блямбу беспроводной зарядки запихали? Ну, хорошо. Или то, что суммарно потратились на аксессуары, на чехол этот полдоллара на беспроводную 15-ваттную зарядку, в надежде, что вы купите у них оригинальную 50-ваттную. Да и все. Чехольчик такой себе, без чехла, если бы он приходил, даже, мне кажется, рекламные проспекты было бы сложно оформлять. Почему? Потому что пластик рамки здесь, ну вот обычно мы говорим блогеры, пластик хуже, чем металл. Ну да, но пластик тоже разным бывает. Вот дешевле пластика, чем в этом Infinix, я не встречал. Можете сходить в магазин, посмотреть. Мне кажется, что пластик из этого Infinix можно найти только в очень дешевых Infinix по 1010. Вот так примерно вы сможете снимать свою яхту, если она у вас есть, или яхту соседа, если у него есть яхта. 4К 30 FPS, 2 смартфона, яхт-клуб. И вот что я придумал. Если смотрит кто-то, хотя если кто-то смотрит из владельцев яхты, это, наверное, только владелец бренда Tecno Infinix, да? Ну а вдруг кто-нибудь из конкурентов смотрит? Напишите, у кого есть яхта, или кто хотя бы работает на яхте. Мне всегда было интересно. Ну вот это и правда уже из разряда, там, не знаю, 10 квартир купить на, не знаю, на Красной площади. Вот такая вот синяя штука будет. Там обслуживание только корабля одного стоит, наверное, больше, чем я за всю жизнь заработаю за месяц. Снимает все хорошо, если стоять на месте, поставить разрешение 320p на YouTube и сказать, ну, в принципе-то похоже же. Ну, тоже снимает, тоже цвета какие-то. Правильно? Солнышко видно. Эх. Realme стоит вот этот, напомню, также. Но у него зато цифры не такие красивые на упаковке. 4К 30 FPS, и сколько раз не пересматривал видео с этого смартфона, у меня есть легкое ощущение того, что что-то мне не нравится. В основном мне не нравятся задние планы, работа со светом. Очень сильно не нравится автофокус. Очень сильно не нравится. Но сейчас он, кстати, отрабатывает довольно неплохо и плавно. С последней обновой. То есть, видите, он не нравился, теперь нравится, не нравится, а яхты красивые. Вот так сможете снимать. Если встать, допустим, сделать X, X10, X у всех, как вам длина яхт, 4К 30 FPS, и как отлично выглядит картинка, когда ты не сравниваешь ее с чем-то, да? Главное сравнивать с тем же
третьим эшелоном, и все будет хорошо. Всем будет радость и счастье. И пляж покажется с отличной цветопередачей. И стабилизация вроде бы, ну, есть какая-то, наверное. Концерты сможете вот так записывать, если вам надо будет их записывать. 4К, 30 FPS. 1080p 30 FPS. Всем блогерам, фудблогерам посвящается. Вот так сможете снимать всякие свои штуки заманчивые на Infinix. Небольшое дополнение в 4К 30 FPS. Разницу видите? Она есть. 4К 30 FPS и место для покатушек на скейте. Довольно странно оборудованные, потому что вот эта штука, мне кажется, слегка будет мешать. Но это с одной стороны. С другой стороны, может быть, не сильно она мешать и будет. Вот такой вот вид. И фронталка в лучах уходящего солнца. Не худшее, что я видел. На фронталке все забивают, кроме Samsung и Яблока, откровенно. То есть они редко бывают суперскими. Тем более в эти деньги. Становлюсь более flexible, да? Но это факт. Роллинг шаттера нет, стабилизации нет, но снимает как и все. Плюс-минус. 4К 30 FPS и не знаю, зачем здесь доски с серфом, потому что вот здесь не бывает практически никогда волн. Ну, народ вон просто плавает на них, там 5 метров туда, 5 метров обратно. Вот так сможет снимать ваш смартфон в лучах уходящего солнца. 4К 30 FPS, и вспомним детство, которое у нас отсутствовало в тех объемах, в которых присутствует у современных детей. Это где-то примерно 280 рублей одного из этих чувачков я смогу получить. Но вы же не для этого смотрите, да? А для того, чтобы увидеть, как отрабатывают микрофоны и что я получу. К слову, в прошлый раз был Спайдермен, в этот раз Халк. Ну все, у меня теперь тусовка. Как тебе такое, Илон Маск, да? 2К 30 FPS на фронталке здесь есть, но как это все вывозится? Допустим, вот иду я, и я вижу искажение лица, поэтому тестировать подобное, ну, может быть, оно все программно потом доработается, потому что я даже вижу, что он меня отслеживает. Ну, неплохо, 2К уже прям неплохо. Видите, век живи, век разбирайся. Минусы. ПО глючит, связь смартфон ловит плохо, нет сверхширика, нет полноценного Always On дисплея, пластиковая рамка с фронтальной части очень его дешевит на уровень смартфонов за 10 тысяч. Да и качество материалов могло бы быть получше. Нет ИК-порта и, конечно же, высокий ценник. Я купил также Tecno Camon 20 Pro за 15 тысяч. Я вам скажу, что у него точно такая же рамка. Но когда ты за 15 тысяч отдаешь, у тебя меньше вопросов к девайсу. На него, к слову, тоже уже есть на лайв-канале обзоры. Еще будут на основном. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Есть ли промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Кому импонирует полная проверка девайсов, подписываемся, пишем в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзоры. И не верьте этим всем данным, что очень много продается у бренда Tecno в России той же. Я вам раскрою страшную тайну. Если вы откроете AliExpress, вам будет очень сложно найти Tecno. И если вы его и найдете, вы найдете его только в Африке и в России. Даже в Азии его нет. А магия продаж заключается в том, что они суммируют Tecno Infinix и тапики от Itel. И получается общее количество очень большое. Так что, разумеется, что в новостях могут написать что угодно, особенно когда нужно что-то продать. Повторяюсь, что необходимо всегда приходить и сравнивать девайсы в одних ценовых категориях. Infinix и Tecno великолепно до 15 тысяч. И резюмировать я бы хотел на камеру, собственно, смартфона в 4К 30 FPS. И я повторяюсь, что это один из тот брендов, Infinix, Tecno и все остальные бренды третьего эшелона, без которых моя жизнь как блогера была бы грустна и неинтересна. Ну и перейдем к самому интересному. Почему? Потому что для меня user experience конкретно с этим смартфоном и с многими другими в основном заключается в том, что я покупаю его, потом его продаю, его, скорее всего, сразу после обзора у меня заберут где-то на 15% дешевле, чем я покупал. Но я очень рад. Почему? Потому что до того, как я выгрузил обзор на лайв-канале, его ценник был значительно выше. Сейчас
его реально приобрести за 23. Думаю, после этого обзора, очень сильно надеюсь, что его много людей посмотрит, оценит и прикинет, что Tecno должно продаваться в районе 20. Почему? Потому что это не бренд, а эшелона. Все, кто говорят, вот они еще чуть-чуть вырастут, молодой бренд и будут цвет, блеск, красота. Друзья, они 15 лет работают. Они старше, чем многие бренды, которые сейчас являются эталоном брендов. Если говорить о конкретно этом смартфоне, у меня очень простые претензии. Мы имеем смарт практически в ту же стоимость, когда я покупал, он был 27. Сейчас, разумеется, его цена постепенно начнет обрушаться. Поверьте мне, это кажется, что YouTube не влияет на продажи. Влияет, поэтому продавцы смотрят. Вам, кстати, привет. Так вот, у этой штуки нет ультраширика. Нет телевика. Убогий основной сенсор, который, к слову, они неплохо настроили. Убогий, потому что не в этой ценовой категории он должен быть. Если говорить о каких-то фишках, да, здесь есть мини-джек, инфракрасный порт и возможность запихивать карты памяти, но мы же с вами помним, что возможность запихивать карты памяти это как раз великолепная характеристика девайса ультрабюджетника. Его даже в средних смартах никто не запихивает. Хотя, опять же, спасибо им, что они это смогли реализовать. По поводу программного обеспечения. Фризы и подлагивания здесь встречаются часто, их меньше не будет. У меня под обзором на этот девайс на лайв-канале, который я проводил, может быть, слишком эмоционально, много раз повторялся, есть много хороших комментариев. А база их это один волшебный комментарий человека, у которого был когда-то Meizu, потом он купил Infinix, довольно дешевый, но неплохой с его слов. И фраза заканчивалась тем, что это отличный телефон, но Infinix я больше себе никогда не куплю. Все дело в оболочке. Самое дорогое это программное обеспечение. И если мы все дружно будем вкладывать в эти бренды третьего эшелона, они будут покупать миллионы рекламу у бородатых блогеров, возможно, у них появится достаточное количество денег, которое почему-то за 15 лет не появилось в то время, когда они были лидерами в Африке. Напоминаю, что лидерами в Африке Infinix, Tecno, а вообще третий бренд, еще раз, кому не лень, напишите в комментариях, что за бренд, является лидером Африки по продажам по той причине, что у них камеры настроены на темный цвет, оттенок кожи. Логично, что в Африке это востребовано. Второй момент почему? Потому что у них отличная автономность для супербюджетников. Они там, разумеется, супербюджетники продают. И плюс у них там много всяких фишек из разряда 100 дней можно без проблем поменять телефон. У них программа сервиса намного круче, чем у нас. Возможно, они когда-то ее к нам подтянут, и тогда я скажу, да вообще пачками его покупайте, потому что можно будет приходить, просто отдавать смарт и получать новый. Но пока то, что они делают, они заламывают цены, продают через ритейл, и цена в 25-27 тысяч рублей у этого смарта не конкурентоспособна. За 20 тысяч или ниже, за 18-19 я бы его купил, вот так вот хлопал бы перед вами в ладоши, не вспоминал бы про то, что у него сенсор убого работает, я имею в виду тач, и поэтому невозможно приятно играть, может быть у кого-то что-то по-другому. В ценовой категории, когда я покупал этот аппарат за 27 можно было купить Samsung A54, да, у него чуть-чуть больше подлагивает интерфейс, подтормаживает, потому что подлагивает он все равно больше в Infinix. Для меня это вообще не вопрос, что купить Samsung, который вообще не потеряет в стоимости практически, или Infinix, который ты только купил, и пока нет реальных обзоров, ты не можешь его продать в те же деньги, тебе придется скидывать 20%, а через месяц еще не факт, что он у тебя дотянет до продажи. Это мой субъективный подход. Не читайте комментарии по поводу того, что от вышки за 20 километров у меня ловил смартфон только Infinix. Друзья, вышки вообще обычно работают до 10 километров. Может быть, у кого-то передатчики какие-то другие стали стоять. Но ладно. Вы понимаете, что просто безумное количество людей и маленьких магазинов, и авитовских закупились этими девайсами и не знают, куда девать. И, разумеется, их рассылают. Помимо этого, рекламные кампании появляются. И мы видим цифры, что вау, они продали больше всего девайсов за этот год. Там, на 4-м месте они. Опять же, не этих, не Infinix и Tecno, а именно третьего бренда. Так не ведитесь на это. Вот прямым языком и простым. У них есть их место. У всех есть свое место. Мое место это рассказывать вам о девайсах. Выводы делать вам самим. Но всегда цена должна соответствовать качеству. И если на рынке есть альтернатива брендов, которые больше распиарены, у которых лучше программное обеспечение и больше комьюнити, притом не комьюнити, которое просто вас шапками закидает, а адекватное, допустим, те же Xiaomi делают кастомные прошивки, бешеное количество. У Realme
чертова туча то же самое фолловеров. Что делают Текно? Ну хорошо, они делают рекламу отличную. Девайсу от меня до 20 тысяч. Однозначно да, если вы его купили, он вам нравится, отлично, когда-нибудь вы попробуете что-нибудь другое, возможно, если вы захотите. Ему, наверное, тоже будет да. Стоит ли его покупать? 18 тысяч рублей, да. Во всех остальных случаях, если вам не психологически не необходима беспроводная зарядка, я не знаю, что это за фетиш, потому что 15 ватт это, ну, вы сами прекрасно знаете что. На 50-ваттной xiaomi зарядке он без чехла у меня заряжался. С чехлом уже не заряжался. Это курам насмех, прямо скажем. Добра и удачи вам, дорогие друзья!